Тренд на стрижку и укладку в стиле шейки сейчас бьет все рекорды популярности. Но давайте сразу проясним важный момент. Шейги сегодня – это не только конкретная рваная стрижка 70-х, это целая философия стиля, это дерзкая, текстурная, нарочито небрежная укладка, которую делают на самых разных многослойных стрижках – на каскаде, малете или бобе, чтобы получить тот самый взъерошенный эффект. Если вы сомневаетесь или не хотите рисковать своими волосами, я могу помочь. Для своих подписчиц я провожу индивидуальный подбор стрижек с созданием вот таких наглядных коллажей по вашему фото. Мы найдем вашу идеальную форму и цвет до того, как вы сядете в кресло парикмахера. Ссылку на то, как выглядит моя консультация, оставила в описании к видео. Кажется, что и такая стрижка, и такая укладка – идеальное решение для объема тонких волос. Но сегодня я хочу поговорить о том, почему этот тренд в любом его проявлении может стать фатальной ошибкой для женщин старше 40. Давайте разберем это детально на моем примере. Мне 45+, и я знаю, о чем говорю. Посмотрите на мое лицо, оно достаточно фактурное. И по правде говоря, оно всегда было таким, но более разглаженным, конечно, когда я была моложе. Плюс я выбираю естественное старение. В современных реалиях из-за этого я могу выглядеть старше своих ровесниц, которые регулярно посещают косметолога. И я это совершенно не скрываю. У многих женщин с возрастом лица также становятся более фактурными. Появляются естественные впадинки, более выраженные скулы, рельеф в зоне щеки носогубных складок, а нижняя часть лица часто становится более тяжелой. И теперь представьте, что делает с таким лицом активная текстура шейки. Рваные пряди или взъерошенная укладка создают вокруг лица хаотичные тени, и эти тени падают ровно на наши ямки и бугры, визуально углубляя их и еще больше утяжеляя нижнюю челюсть. Вместо того, чтобы освежить образ, мы получаем эффект сильной усталости и акцент на возрасте. Второй критичный момент – это качество самих волос. Шейги требуют идеального фундамента. Если волосы пористые, лишены плотного цвета и здорового блеска, эта стрижка сработает против вас. Рваные концы на тусклых волосах выглядят не как стильная небрежность, а как банальная неухоженность. Это мгновенно дешевит образ. И, наконец, цвет. Возрастное лицо не прощает ошибок в колористике. Если оттенок шейги подобран не по вашему цветотипу, пряди у лица безжалостно подчеркнут каждую морщинку и неровность тона. Оттенок должен быть безупречным, но что делать, если хочется легкости и динамики? Секрет в правильной адаптации. Особенно это касается тонких и мягких волос, таких как у меня. Если на тонких волосах сделать классическую шейги, мы просто срежем всю плотность на концах. Волосы повиснут безжизненными прядями, поэтому наш выбор – это сохранение плотного краевого среза и создание очень деликатной, невидимой градуировки только в верхней зоне. Теперь о лице. Чтобы не подчеркивать те самые возрастные впадинки, о которых мы говорили чуть ранее, мы убираем короткие рваные пряди от зоны щек и носогубных складок. Вместо этого мы используем удлиненную челку-шторку, которая плавно уходит за скулы. Она не создает жестких теней, а наоборот делает мягкий лифтинг-эффект, визуально вытягивая и освежая овал лица. Линии должны струиться, а не рубить лицо на части. И самое главное – цвет. Я уже говорила, что возрастное лицо не прощает ошибок. Шейги и любая текстурная стрижка требуют игры света. Если цвет плоский или тусклый, стрижка выглядит дешево. Для возраста 40+, нам нужно, чтобы цвет работал как отражатель. Мы выбираем сложные благородные оттенки, которые подходят нашему цветотипу. Теплые блики, легкий контуринг у лица – все это дает тот самый лоск. Правильный оттенок буквально стирает усталость лица и заставляет текстуру волос играть дорого. Но чтобы этот цвет и форма держались, нам понадобится правильный подход к укладке. Итак, у нас есть правильная форма, которая не подчеркивает морщинки, и есть идеальный цвет. Но дома перед зеркалом все можно легко испортить. Главная ошибка женщин 40+ при укладке текстурных стрижек – это попытка зафиксировать объем намертво с помощью тяжелых лаков или пенок.
Для тонких волос нужен совершенно другой подход. Нам нужна плотность без утяжеления. Мой личный секрет – это сахарный спрей на сегодняшний день. Например, спрей от Osis дает волосам ту самую необходимую жесткость и каркас, чтобы пряди держали форму, но оставались подвижными. А для создания того самого дорогого прикорневого объема и воздушной текстуры по длине я обожаю сухие спреи и текстуризаторы. Мои фавориты – это L'Oréal Sauvage, Schwarzkopf Osis Volume Up. Они работают как невидимая пудра, приподнимая волосы и создавая иллюзию густоты. Распыляйте средства изнутри, приподнимая пряди и уводите их немного от лица, открывая скулы. Это дает моментальный лифтинг-эффект и делает образ легким и современным. Но есть еще один критический момент – длина. Очень часто женщины за 40, желая добавить объем тонким волосам, просят подстричь их покороче. И здесь короткая классическая шейги расставляет совершенно не те акценты. Давайте смотреть правде в глаза. С возрастом наш овал теряет былую четкость. Линия нижней челюсти становится мягче, могут намечаться брыли, меняется тонус шеи. Если мы делаем короткую рваную шейги, где самые активные пряди и текстура заканчиваются ровно на уровне подбородка, мы буквально указываем на эти изменения неоновой вывеской. Рваные концы в этой зоне создают лишнюю тень и объем там, где нам нужна строгость, визуально расширяя и утяжеляя нижнюю треть лица. С другой стороны, что происходит, если волосы слишком длинные? Я по себе знаю. Тонкие мягкие волосы под собственной тяжестью просто опадают. Они тянут линии лица вниз, делая вид уставшим и осунувшимся. Поэтому для фактурного лица 45+ и тонких волос существует своя золотая середина. Идеальная длина адаптированной текстурной стрижки – это уровень от основания шеи до ключиц. В этой длине мы можем создать ту самую подвижную легкость в верхней зоне, при этом сохранив плотность на концах. Такая длина визуально вытягивает шею, отвлекает внимание от поплывшего овала и делает шикарный лифтинг-эффект. Длина, форма, глубина, цвет и грамотная укладка – все это работает только в единой системе. Ошибетесь в одном пункте, и магия рассыплется. Но я знаю, что теория – это одно, а практика совсем другое. Лучше один раз увидеть, чтобы наглядно поняли, как разные вариации текстурных стрижек могут улучшить или наоборот ухудшить наш образ. Как видите, девочки, шейги может быть вашим злейшим врагом, а может лучшим другом. Все решает миллиметры длины, правильный угол среза и грамотный оттенок. Любите себя, выбирайте правильные стрижки и до встречи в новых видео.